В современном мире я увидел большое количество нейронок. Я восхищаюсь нейронками. Я восхищаюсь той скоростью, с которой все это развивается. И как бы сейчас в комментариях где-нибудь не писали то, что нет, машина не сможет сделать вот этого, машина не сможет сделать вот этого, нейронки — это все ерунда. Это очень круто, то, что вы сейчас увидите, и именно поэтому я решил провести вот этот эксперимент. Может ли человек без музыкального образования, без какого-то слуха, навыков, но с какой-то, не знаю, музыкой в голове, не в смысле психа, в смысле просто человек, который может придумать какой-то мотив, создать свою композицию, а возможно не несколько композиций, а целый альбом. И дальше моя цель не просто его создать. Я хочу создать этот альбом, дальше его загрузить на различные площадки. Возможно, он будет признан частью аудитории и получится даже монетизировать эту историю. Но если даже и монетизация не происходит, то в этом страшного ничего нет. Сама история уже очень классная. То, что обычный человек без лейблов может от начала и до конца быть верным себе. И минимальное количество времени, минимальное количество финансов тратить на то, чтобы публиковаться. А если он опубликован, то к нему есть доступ у всей планеты, и люди могут услышать какой-то шедевр. Ну, как шедевр. Давайте насчет меня шедевр мы не будем сейчас говорить, но в целом композицию от любого человека может услышать любой человек. Вот так бы я назвал это видео. Учитывая то, что это видео посмотрит, ну, допустим, 100 человек, и если из этих 100 человек хотя бы 10%, то есть 10 человек попытаются сделать что-то свое, то вероятность того, что вы создадите что-то более прикольное, в 10 раз выше, потому что будет 10 попыток. Поэтому попробуйте. Не обязательно иметь какие-то образования музыкальные и так далее. Но если они у вас есть, для вас это будет еще плюсом. Вы еще проще сможете разобраться. Сейчас мы с вами будем работать непосредственно с нейронками. Это будет в первую очередь Суна. Суна будет нам придумывать музыку, либо то, что мы с вами придумали, то, что мы с вами напели в микрофон, Суна будет превращать в настоящие композиции, в настоящие шедевры. Итак, Суна я буду использовать на телефоне. Здесь на главной странице сразу можно увидеть большое количество композиций, которые были созданы различными авторами, которых вы еще не знаете, но, возможно, в будущем узнаете. Но нас интересует вот эта вот кнопка по центру оранжевого цвета. Заходим сюда. И здесь у нас есть два типа создания музыки. Первый — это простой. Простой тип создания — это когда вы просто пишете там, например, «Хочу песню про Чебурашку и про крокодила Гену в стиле рок-н-ролла». И он вам создает это. Давайте, кстати, попробуем. Я сейчас сказал и подумал, интересно, как это будет выглядеть. Обратите внимание, то, что здесь внизу есть разделы, которые вы можете добавить. То есть вы помимо основного своего запроса можете добавить какие-то дополнительные, скажем так, указания. И вы их можете менять. Это может быть фольклорная песня, панковская, блюз, эмо, женский вокал, бас и так далее. Давайте бас добавим и, допустим, пусть это будет еще вот виолончели. В рок-н-ролле же часто виолончели мы можем услышать. Нажимаем «Создать». И дальше в разделе вашей библиотеки создается, точнее сохраняется два варианта композиции. За каждый такой запрос вы платите по 10 поинтов, которые там в приложении есть. По 50 вот этих вот поинтов вы получаете каждый день, то есть в день можете делать по 5 запросов абсолютно бесплатно. Если будет желание, подключаете платную версию и получаете уже там в месяц 2 или 2500 вот этих вот очков, которые вы можете тратить. В общем, система достаточно нормальная, скажем так. Итак, что у нас получилось? Про Чебурашку песня, рок-н-ролл. Слушаем. Друг мой, в это время может быть где угодно на дне, на мели. Сколько дней, сколько лет, сколько лет, сколько. Сколько еще по свету колесить. Так, ну этот вариант на самом деле очень сильно мне напомнил группу Би-2. Я не знаю, как вам, как будто Би-2 с Чичериной снова поют вместе. Мой рок-н-ролл, но в исполнении Чебурашки и крокодила Гены. Если бы полгода назад ко мне подошли бы, дали послушать эту композицию, то я, скорее всего, не понял бы то, что вот этот трек создал искусственный интеллект. Итак, мы не будем оценивать эту композицию, но в целом что можно выделить? Классное звучание, качественное, классно используются какие-то инструменты, голос очень круто воспроизводится.
Так, ребят, короче, предыдущая часть была записана неделю назад, или даже уже дней 10 назад. За эти 10 дней я успел еще создать несколько треков. Вот если сейчас посмотреть, то у меня уже 6 треков, которые я, в принципе, готов загружать. Ну, то есть показывать вам и, может быть, даже куда-то загружать. Но я подумал то, что просто показать вам эти треки будет очень глупо. Конечно, нужно показывать, как они делаются. Есть определенная проблема. Если вы находитесь перед камерой и пытаетесь что-то создать, получается что-то такое, не то чтобы неинтересное, но такое немножко плоское. Как будто бы смысла в этом нет. И красоты музыки тоже как будто бы не так много. Но когда вы находитесь где-нибудь, ну, у меня так, в моменте приходит мотив в голову, и этот мотив сразу надо записывать. Я иногда даже могу, находясь в дороге, остановиться и напеть его. Так было дважды. Я вам сейчас это покажу. А вот здесь я напел еще одну мелодию, просто находясь в состоянии какого-то пробуждения. Там-там-там-там-та-дам. Там-там-там-там-та-дам. То есть, если вы хотите создать свой трек, свою композицию, вам необходимо сначала напеть какую-то мелодию, придумать ее. Вы ее можете придумать в одном формате, то есть это какая-то такая полувеселая, потом ее переделать в более грустную, либо более какую-то такую рэперскую, и дальше с ней работать. То есть у вас появляется мелодичный какой-то такой вот каркас. И далее вы создаете текст. Как создавать текст? Ну, здесь, наверное, нужно быть поэтом. В оригинальной версии необходимо быть поэтом, чтобы создать классный текст, который можно потом еще наложить на музыку, и получилась целая композиция. Если мы берем современные реалии, то мы можем использовать искусственный интеллект. И тот же самый Gemini, тот же самый ChatGPT могут нам с этим помочь. Они не делают это идеально. Это, конечно же, не поэты. Они это делают с помощью каких-то своих алгоритмов, своих каких-то вычислений, запоминаний. То есть у вас есть каркас первый музыкальный, и второй каркас уже со смыслом, с текстом, со словами. Далее вы это все загружаете в Suno. В Suno, кстати, тоже есть возможность создавать тексты, и там модель тоже иногда, в принципе, делает что-то интересное. Вы загружаете это все в Suno, соединяете, и получается один из вариантов, который вы можете использовать. Хочу сразу вас разочаровать, либо, может быть, спустить с небес на землю. Ну, в общем, такую информацию дать. Нет такого трека, который бы я, например, сделал с первого раза. То есть все треки, которые существуют здесь, они у меня корректировались. На некоторые из них уходило там, не знаю, по 20-30 попыток. На некоторые из них уходило по, не знаю, 60 попыток. Почему? Потому что иногда нейронка поет немножко не так, как хочется мне. Иногда она неправильно ставит ударение. Иногда какое-то слово просто зажевывает. В некоторых случаях меняет ритм, и музыка уже совсем другой становится. Иногда поет слишком быстро, иногда слишком медленно. И вот в этих во всех вариациях вы находите тот вариант, который у вас откликается. Те треки, которые я сделал, я решил загрузить, посмотреть, какой будет отклик у людей, у аудитории, и вообще будет ли вероятность того, что эти треки кто-то прослушает помимо меня. То есть если там будет там по 20-30 прослушиваний, это, скорее всего, вот просто как-то так локально получилось. Но если вдруг какой-то из этих треков, как и видео на YouTube, выстреливает и набирает там 1000, 5000, там, не знаю, 100 000, допустим, прослушиваний,
Это успех, я считаю. Дальше, очень важный момент. Как продвигать музыку? Как сделать так, чтобы у вас ваша композиция не набрала вот как раз-таки всего лишь 5, например, прослушиваний? Я решил попробовать систему рилсов, тиктоков, YouTube, шортсов и так далее, и так далее. Идея в том, что я буду делать минутные ролики, либо, может быть, даже 30-секундные ролики под каждую композицию. И все композиции, которые, точнее, под каждую композицию с этого момента, потому что предыдущие композиции я уже, наверное, не смогу перезаписать. И все новые композиции будут выходить изначально на вот этих вот стриминговых площадках, где зрители, слушатели смогут их прослушать. Помимо этого мы будем делать под них новые рилсы, и, возможно, какая-то часть аудитории, которая прослушает либо посмотрит рилс, сможет перейти, захочет, точнее, перейдет, прослушает композицию, и мы там увеличим охваты. Такая воронка получается. В какой-то момент я начинаю думать, что же делать с деньгами, которые потекут рекой. Ну а сейчас я поставлю один трек, который получилось сделать. Вы его можете послушать. Если он вам чуть-чуть залетит, вы можете зайти вот на эти площадки, ввести RCH Music, я решил так назваться, и услышать все треки. Вот. Такая вот история. Мне кажется, прикольно. Кстати, еще музыканты. Я тут недавно увидел интервью, как девушка, которая пела про базовый минимум, сказала, что необходимо контролировать нейронки, необходимо ограничивать т-т-т-т-т. Понятное дело, то, что музыканты, которые на это учились, может быть, испытывают какую-то ревность. Ведь нейросети могут сейчас постепенно забирать хлеб, забирать аудиторию у творцов. Но я все же хочу сказать то, что творцам необходимо переосмыслить все то, что происходит сейчас, и не воспринимать прогресс в штыки. Кинул форсы на газон, мне не нужен этот пластик. Я читаю этот город, будто старый майстер. Подошвы впитывают пыль, бетон и гравий. Я вне системы, вне толпы и вне их правил. Вокруг мелькают бренды, ценники и бирки. А я считаю пульс земли в этой мобильной дырке. Мир задыхается в пробках, зажатый в металл. А я ловлю этот кайф, который долго искал. Каждый шаг как аккорд, каждый вдох как свобода. Я не смотрю на часы, мне плевать на погоду. Мой танец на стеклах, мой ритм на асфальте. Вы в душных коробках всю жизнь свою тратите, а я босиком по касательной к небу. Не препятствуйте развитию нейронок. Но нейронки заберут часть работы, конечно же, у людей. Это нормально, это прогресс. Всем пока.